Всем привет! Как и всегда, вы на канале Realistic PES. Сегодня предлагаю поговорить немного на отвлеченную тему, не связанную с чем-то конкретным, что могло бы или уже появилось в игре. Как вы все наверняка знаете, мы нередко отмечаем те или иные проблемы в игре, будь то завышенные рейтинги, слабый контент, недобавление режимов и так далее. И поскольку за последнее время люди все чаще начинают спрашивать о тех или иных проблемах с подключением, с вылетами из игры, я решил всю эту тему в лишний раз поднять и заодно поинтересоваться, как оно происходит у вас. Поэтому сегодня давайте немного нальем воды касаемо коннекта, серверов и прочих проблем, связанных с подключением в eFootball. Как и всегда, ваше мнение жду в комментариях под этим роликом. Также не забывайте поддерживать его своими большими пальцами вверх и подписывайтесь на этот канал, если вы находитесь здесь впервые. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Все те проблемы, которые касаются коннекта и в целом серверов, которые выделены для eFootball, я могу выделить на две категории. Это проблемы, связанные с вылетами и непосредственно с коннектом во время матчей. Вторая группа проблем, она по сути извечная, поскольку несмотря на увеличение заработка от eFootball с каждым годом, Konami по каким-то причинам лень обзаводиться новыми серверами. Ну точнее как, они вроде бы их постепенно добавляют, но не сказать, что от этого ситуация сильно меняется. Во всяком случае, они обзаводятся серверами, которые не намного ближе к нам, чем те, которые присутствуют на данный момент. А поэтому большинство из нас, по крайней мере на ПК, продолжают подключаться именно к финскому серверу. Возможно, некоторые подключаются к польскому, но, как мне кажется, именно финский сервер — это самый оптимальный вариант. Но даже с подключением на него во время матчей при неплохом пинге и, в принципе, 4 палок подключения, все равно имеются проблемы. Слайд-шоу, когда игра зависает и отвисает через какое-то время, или когда реакция на ваше нажатие кнопок, будь то на пас или удар, занимает какое-то время, секунду или даже полторы. Все это, по сути, и есть плохой коннект. В то время как первая группа проблем — это проблема непосредственно с самим подключением. Иногда бывает такое, что игроков банально выбрасывают из игры по необъяснимым причинам. А вот здесь уже все намного интереснее, потому что здесь проблема может быть как в самих Konami, которые в очередной раз после оперативного обновления что-то там немножко подкрутили, так с другой стороны может быть виноват и ваш провайдер, который в лишний раз изменил маршрутизаторы подключения. И если у вас какой-то глобальный игрок рынка, наподобие того же самого Ростелекома, то в принципе можно попросить его о том, чтобы вас переподключили к другому маршрутизатору. Но с другой стороны, если вы подключены к какому-нибудь региональному провайдеру, как, например, я, то такую услугу вам уже оказать не смогут. И вот как раз таки с первой проблемой я столкнулся лично, когда на протяжении 3 дней банально не мог поиграть в eFootball. Меня не впускало в игру, но даже если впускало и я заходил в какой-нибудь ивент, в дивизионы, я банально не мог сыграть матч, потому что меня вновь выкидывало из игры, ссылаясь на какие-то проблемы с подключением. Хотя сам интернет никаких изменений не претерпел, ни в скорости, ни в качестве, все так же, как и было пару дней назад. А поэтому, пока мы в лишний раз сокрушаемся на тему того, что, например, в игре отсутствуют офлайн режимы, отсутствует разнообразие онлайн контента, в игре в то же самое время имеется достаточно немаловажная проблема, которую Konami как будто бы не решают, хотя она не теряет в актуальности из года в год. И как раз таки из-за проблем с коннектом в свое время, уже почти год назад, я перешел с консольной версии игры на ПК-версию, где, соответственно, и возможность донатить есть, а поэтому я пошел по кривой дорожке. И за все время игры на ПК мне кажется, что здесь с подключением, более-менее, чем на консолях. Таких задержек я не наблюдал, и во всяком случае можно наблюдать пинг того или иного сервера, точно так же, как и сам сервер, к которому вы подключаетесь. Это на самом деле мелочь, но тем не менее в лишний раз помогает вам избежать небольших фризов и задержек в матчах. Но опять же, все зависит от того, в какой день недели вы играете, в какое время суток и сколько матчей играется на том или ином сервере. А поэтому даже в таких условиях не всегда удается избежать тех или иных проблем с коннектом. Ну и соответственно, самый главный момент этого ролика: в комментариях напишите, как у вас происходит с коннектом в игре в последнее время. В частности, этот вопрос касается консолей, потому что за последнее время уж больно много консольщиков жаловалось на подключение, на сам коннект, на отклик в матчах.
в то время как на ПК я ничего подобного не заметил. Да, время от времени меня все так же выкидывает на ПК, но тем не менее проблем вот именно с откликом, слава богу, за последнее время я не наблюдал. А поэтому в лишний раз интересно послушать ваше мнение, как оно происходит у вас и сталкивались ли вы с чем-то подобным за последнее время. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, если оно показалось вам интересным или, я не знаю, по каким-то причинам даже полезным. Подписывайтесь на этот канал, если вы находитесь здесь впервые, и, конечно же, прожимайте колокольчик для уведомлений, чтобы ничего не пропустить на нашем канале. Всем спасибо за просмотр и приятной игры, без фризов и лагов. До скорых встреч!